Сначала, да, тему объявлю. Мы говорим о том, что не так в практике суттавады, которую я преподавал несколько лет, да, начиная с 2017 года. Прежде всего, вопрос, да, который прозвучал в чате о том, как так вышло, что вот такой резкий поворот, да, произошел в моей позиции и прочее. На самом деле он кажется резким вам. Для меня он совсем не резкий. Все эти годы у меня постепенно копились вопросы к суттаваде, и начали они копиться примерно с 2017 года, когда я как раз побывал вот на ретрите под руководством Банта Вимала Рамси и видел все вот это вот, всю эту кухню изнутри. И постепенно эти вопросы у меня копились и копились. Причем совершенно сознательно. То есть я видел что-то, сам себе такой говорил, интересно, и откладывал вот этот вот вопрос на более позднее рассмотрение или на то, чтобы, когда у меня появятся, так сказать, дополнительные данные. Я видел изнутри, как происходит преподавание. Многие моменты мне совершенно не нравились. Я видел изнутри, скажем, там, поведение людей, которых там называли анагами или еще что-то там, и я видел, что как-то не очень соответствует и так далее. То есть много таких моментов копилось. Далее. Я наблюдал дальше практику. Практику свою, практику людей, которым я преподавал, и не только которым я преподавал. Я также наблюдал практику людей, которым преподавали другие учителя, но которые потом как бы контактировали со мной, советовались со мной и так далее. Все, наверное, знают, что не так давно я еще переболел ковидом. В ходе этого, так сказать, процесса был момент, когда я так уже почувствовал, что, в общем-то, ну, смерть, можно сказать, нависает над моей головой. И в связи с этим я задумался, хотя я думал об этом раньше, но здесь как-то это более было живо. Задумался над тем, что для меня, чем для меня является Дхамма. И я понял, что Дхамма для меня является чем-то большим, чем просто учение. Да, вот, ну, вот некий умный человек там выдумал какое-то учение, ну, вот как у стоиков, например, да, этот Зенон Китийский, или как его звали, забыл, который основал стоицизм, да, вот он как-то вот так подумал и придумал учение. Или у него оно постепенно выработалось. Нет. Дхамма для меня больше, чем просто учение. Например, если мы возьмем сутту Маджхьима Никая номер 19, да, то мы там прочтем, что Будда, например, еще до того, как стал Буддой, попробовал разделить мысли на две категории. И первая категория мыслей, которые там относятся к чувственным желаниям, к недоброжелательности и прочим таким вещам, а вторая, соответственно, противоположная. И он увидел, что первая категория приводит к
вреду, да, приносит вред, что она помрачает, что она уводит от ниббана. А вторая категория, соответственно, противоположная. И вот я тогда так вот как-то подумал, а почему, собственно? Почему, собственно, первая категория такая, а вторая такая? Почему первая вредоносная, а вторая благотворная? И вот все это, вот эта вот цепочка размышлений, и скорее даже не размышлений, а вглядываний, потому что размышлять я тогда не очень мог. Ковид, знаете ли, отшибает дискурсивное мышление на какое-то время. И в данном случае это был благотворный фактор, да? В общем, вот я пришел к выводу, что Дхамма ведет ну, к тому, что можно назвать источником блага. Вот в разных религиях там говорят, что Бог там, вот он такой благой весь и так далее. Но Бог — это просто картинка в голове людей. А вот есть благо, есть что-то, что делает благо благом. Или там благодаря чему. Благо — это благо. Что просвечивает сквозь благо. То есть сквозь то, что мы называем благом. Но даже это, в общем-то, не было причиной вот этого поворота. Это просто было почвой, которая потом дала плоды. И вот эти вот вопросики мои, и вот это вот эти вот размышления и прочее. А потом, через какое-то время, со мной вышел на связь человек, который был в Суттаваде, и который, в общем-то, например, да, был инициатором того самого ретрита в 2017 году, куда пригласили Панта Вимала Рамси, где я был его ассистентом, и он был как бы вторым ассистентом его. И он вышел ко мне со мной на связь и поговорил со мной вот так вот по пунктам. И этот разговор, он лег на вот эту почву, вышеупомянутую. И в какой-то момент я понял, что его аргументы, они для меня релевантны, учитывая все то, о чем я вот говорил выше, да, все эти вопросы и прочее. И тогда я понял, что с этой дохлой лошади надо слезать. Если лошадь сдохла, надо с нее слезать. Не надо пытаться на ней скакать дальше. И я слез. Вот это что касается предыстории. Теперь поговорим о самой Суттаваде. О том, если у людей нет больше вопросов по вот этой вот предысторной части, да, то можно будет перейти к самой Суттаваде. Есть. Так. А нельзя ли услышать нам те аргументы, Какие? которые привел вам этот человек, и с которыми вы согласились? А мы будем их постепенно рассматривать дальше. В том числе их. Не только их, но и их тоже. То есть это не все. Извините меня. Угу. Так, еще кто-то что-то хотел спросить? Да, если можно. А этот человек, он уже покинул Суттаваду или он остается в ней? Нет, он покинул. Он покинул ее раньше, чем я. Понятно. Так, хорошо. Тогда продолжим.
Я вот говорил как-то, ну, тем, кто посещал наши встречи до этого, что необходимо отталкиваться от феноменологии, да, и Будда так делал. То есть многое, что я говорил на наших встречах, на самом деле это была не Суттавада, это было скорее мое видение, да, учения Будды. Но все это было смешано еще и с Суттавадой, поэтому лучше сильно не обращать внимание на то, что я говорил раньше. Так вот, я сейчас напомню просто вам, что я говорил о том, что нужно соблюдать такой принцип постоянного возвращения к феноменологии, к чистому опыту, вне объяснений и вне описаний, и вне концепций и идеологий. Так вот, если мы посмотрим на практику, которая преподается в Суттаваде, вот с этой точки зрения, что это такое будет? Чисто вот технически. Мы культивируем приятное состояние, мы постепенно успокаиваем ум, при этом, да, сохраняя, скажем, бодрствование, потому что на самом деле до конца успокоить ум, нашу психофизическую систему, заснув, невозможно, потому что сон – это активное состояние. Поэтому необходимо соблюдать бодрствование до определенной стадии. И на какой-то стадии, если человек там имеет соответствующий талант и так далее, он, в принципе, затормаживает свою психику в ноль. И это называется в Суттаваде ниродхой. То есть полное торможение психики до конца, до нуля. Что-то вроде такого обморочного состояния, ну, почти обморочного. То есть при этом, конечно, там параллельно мы культивируем разного рода благотворные состояния, чтобы в жизни, так сказать, меньше волноваться и прочее. Вот этот вот подход торможения психики, аффирмации, такие как бы и прочие такие действия, они напоминают что? Вот сугубо технически. Они напоминают, скажем, самогипноз. Если кто-то с этим работал, он знает, что там, в принципе, примерно то же самое. Релаксация, торможение психики, культивирование каких-то приятных состояний и так далее. Иными словами, чисто технически практика Суттавады мало чем отличается, скажем, от самогипноза или каких-то таких техник. Однако проблема в том, что самогипноз, он не имеет таких замахов космического масштаба. То есть самогипноз – это такая техника расслабления, гармонизации психики. О гармонии мы еще поговорим. И не более того. А здесь говорится о том, что наша цель – научиться тормозить психику в ноль. И почему-то это считается важным. Арахант по Суттаваде – это человек, который прямо вот совсем-совсем освоил этот навык торможения психики в ноль. Я знаю такого человека, которого в Суттаваде называют арахантом. Это на самом деле Делсон Армстронг.
Он хороший человек, но мне кажется, его просто там заморочили. Так вот, вот эта практика, направленная на торможение в ноль психики, она в итоге работает следующим образом. Есть большинство людей, которым не удается достичь полного торможения психики. То есть, вот просто психика так устроена, что человек не может взять вот и дотормозить свою психику до нуля. И есть небольшая группа людей, которые могут. И вот первая большая группа, они упираются рано или поздно в стену, и дальше у них просто практика зависает. Остальные, небольшая группа, они доходят до конца, и вот в конце концов им говорят, что они там анагами, араханты и прочее. Вот эти, которые дошли до конца, это люди, которые полностью отрываются от тела. То есть человек может, например, там присесть, застыть, да, перестать двигаться и улететь, исчезнуть. Потом бац, 2 часа прошло. Это вот такая вот цель получается, да? Цель у Суттавады, и по Суттаваде такая цель была у Будды. То есть, вернее, у пути Будды. Приносит ли такая практика пользу? Она может помочь кому-то, кто по жизни очень сильно напрягается. Она может помочь просто научиться расслабляться. Но если человек будет продолжать, он упрется в тупик или уйдет вот в это вот странные какие-то состояния. Она может помочь примерно так же, как вот самогипноз помогает, как психотерапия. Вот в психотерапевтическом плане все нормально. То есть если бы Суттавада это был просто такой метод психотерапии, вообще никаких проблем. Далее. Возвращаемся к буддистской мифологии. В буддистской мифологии есть такой один из миров, как мир бессознательных богов. И вот это отключение, по большому счету, ведет к этому миру, судя по всему. Почему я так думаю? Потому что проблема вот в чем. Когда человек начинает затормаживать свою психику в ноль, то есть он затормаживает до определенной стадии, а потом надо еще глубже затормозить. Но дело в том, что еще глубже идет область сонливости. Не грубой сонливости, когда человек просто засыпает, а такой тонкой сонливости. На самом деле этот термин, он известен большинству практикующих медитацию. Тонкая сонливость, когда человек может сидеть, вроде бы, да, вполне там сохраняя позу и видеть разного рода там картинки и прочее. И как бы осознанность, она немножко так замыливается, притупляется. То есть надо вот отпустить момент бодрствования, чтобы пройти глубже в торможение.
психики. То есть мы на самом деле углубляемся в тонкую сонливость, которая в конце концов приводит к полному торможению психики. Далее. Метод 6R. Это на самом деле основа. Основа метода Банта-Вимала-Рамси. Весь этот метод построен на, вернее так, интеграция этого метода в буддистское учение, так вот скажем, построена на одном единственном предположении, которое сделал Банта-Вимала-Рамси лично, что страстное желание равно напряжению, конкретно физическому напряжению в голове. То есть этот постулат, он в Суттаваде просто есть и никак не оспаривается. То есть это предмет веры, по сути. То есть вот есть некое напряжение в голове, там оно чувствуется, и его можно почувствовать. И Банта-Вимала-Рамси на него указывает и говорит, это страстное желание. Я сейчас ни в чем не обвиняю Банта-Вимала-Рамси. Я думаю сам, что он добросовестно заблуждается. Как это произошло, я думаю, что он в какой-то момент просто настолько намучился там в этой школе из линии Махаси Сайадо с ее армейскими там этими порядками, что его просто отбросило в противоположную сторону, в полный релакс. Так вот, напряжение, да, страстное желание – это напряжение в голове, конкретно вот это, да. Если у человека, допустим, не получается затормозить свою психику в ноль, ему говорят, что, ну вот, страстное желание в тебе какое-то есть, значит, надо его как-то потихонечку принимать, отпускать и прочее. То есть, повторюсь, весь метод построен на постулате, который никоим образом не проверяем. А если мы посмотрим в сутты, то там вообще нигде нет никакого такого указания, что страстное желание – это напряжение, тем более в голове или еще где-то. Я могу просто прочитать даже, или вы можете прочитать там той же Маха-Сатипаттана Сутти, 22-й, да, Дикха Никая, как там описывается страстное желание. Да, ни слова про напряжение. Далее. Говорится, что 6R – это гармоничные усилия, так называемые. На самом деле правильные усилия, и мы о терминах еще поговорим. Это важно. Гармоничные усилия, правильные усилия. Я все-таки прочитаю, как сам Будда говорил о том, что такое правильное усилие. Вот в той же 22-й сутте Маджхьима Никая. Ну вот. Это перевод Александра Сыркина. Дикха Никая, 22. Что же такое монахи? Надлежащее усилие или правильное усилие. Вот монахи. Монах питает стремление, делает усилия, прилагает усердие, направляет и устремляет ум к тому, чтобы
в нем не возникшие порочные нехорошие свойства. Он питает стремление, делает усилия, прилагает усердие, направляет и устремляет ум к тому, чтобы исчезли возникшие в нем порочные нехорошие свойства. Он питает стремление, делает усилия, прилагает усердие, направляет и устремляет ум к тому, чтобы в нем возникли невозникшие хорошие свойства. Он питает стремление, делает усилия, прилагает усердие, направляет и устремляет ум к тому, чтобы утвердились, не вверглись в заблуждение, умножились, усовершенствовались, достигли полноты, возникшие хорошие чувства. Это, монахи, зовется надлежащим усилием. Это именно усилие, это не гармоничные упражнения, как они переводят. Это именно усилие, и не гармоничное, а правильное. Шесть R. Я думаю, что большинство помнит, да, в чем там все заключается. Заметили отвлечение, отпустили, расслабились, улыбнулись. Усердие, усилие. Далее. Переходим к искажениям Дхаммы от Суттавады, прямым искажением. Воззрение. На самом деле корень всех проблем – это воззрение, которое культивируется в Суттаваде. Если мы опять же посмотрим в сутты и увидим, что такое правильное воззрение в пиковом, так сказать, его виде, то мы увидим, что это познание 4 благородных истин. Что такое 4 благородные истины? Есть страдания, есть причина страдания, есть прекращение страдания, есть путь, ведущий к прекращению страдания. Теперь что предлагает Суттавада? Если возникает, скажем, отвлечение или, там, скажем, боль какая-то, она предлагает применить 6R. То есть вот это явление, которое приносит страдания, мы от него отворачиваемся. Мы от него отворачиваемся, и вместо этого релакс, улыбочка и так далее. Спасибо. Вот Сергей прям-таки даже цитату из книги Дэвида Джонсона выложил, да, ниродха – это остановка всей умственной активности. Ум становится настолько тихим, что просто замирает. В суттах ниродха – это прекращение восприятия, чувствования, прекращение распознавания. Ничего сверх этого в суттах не говорится. Вот. Я сейчас не буду говорить о том, что такое ниродха на самом деле, да, потому что я просто не знаю. Но в суттах не говорится о том, что ниродха – это отключение вообще, да. И очень сомнительно, что Будда учил просто вот отключению ума.
И через это учил через это какому-либо познанию. Когда происходит такой перезапуск ума, естественно, что мы начинаем видеть мир в новых красках, как будто он нарисован заново, как в сказке. Забавно, что когда мы так видим этот мир, да, вау. Это что такое? Это нити чувственных удовольствий. Эти все картинки приятные, которые становятся еще более приятными. Это нити чувственных удовольствий. Механизм вот этот вот перезапускается, карма, кармический механизм. Именно поэтому, поскольку все вот это есть, все это остается, и все это, по сути, культивируется, можно предположить, что после мира богов без сознания, да, бессознательных богов, когда человек закончит свое существование в этом мире, он упадет куда-то очень глубоко вниз. Нити чувственных удовольствий. Это имеет отношение к страстному желанию. Вот смотрите. Будда нигде не говорил, еще раз повторюсь, что страстное желание – это напряжение. Страстное желание – это, во-первых, даже используется термин не страстное желание. Танха – это скорее жажда. Это, понимаете, желание – это нечто такое уже сознательное. Как говорит Бханта Вимала Рамси, I like it, I don't like it mind. То есть ум в состоянии «мне нравится это, мне не нравится это». Но если мы почитаем сутты, то увидим, что страстное желание – это именно тяга, это жажда. Танха – это жажда. И это все до слов. Это все до осознавания этого желания. И там нет, повторюсь, ни слова о напряжении. Так вот, когда человек воспринимает какие-либо приятные объекты, в нем сразу же возникает танха. Вот этот вот импульс, жадность. И вот эти вот приятные объекты в 5 областях восприятия, зрительная, слуховая там и так далее, и это то, что порождает страстное желание. Когда что-то мы видим как приятное, вот мы открываем глаза, и вот оно, вау. И у нас сразу возникает, мы этого не осознаем. У нас еще нет I like it, I don't like it mind. У нас просто есть импульс к этому. И это вот и есть жажда. То, что Бханте называет страстным желанием, это скорее уже упадана, это уже цепляние. А может быть уже и бхава. То есть намного более поздние звенья зависимого возникновения. Далее. Гармоничный. Они называют пункты восьмеричного пути гармоничный, гармоничное воззрение или взгляд, по-моему, гармоничное представление и так далее. Однако, если мы предполагаем, что Будда
будучи совершенным существом, или там, если мы предполагаем, что он владел языком лучше, чем Банта Вимала Рамси, скажем так, то мы также предполагаем, что он неспроста использовал те слова, которые использовал. Он использовал палийское слово «самма» для обозначения вот того, что суттавадины называют гармоничной. И «самма» на самом деле означает не гармоничный. Оно означает именно правильный или там праведный, то есть имеющий отношение к благу, имеющий отношение вот к добру с большой буквы «Д». Но можно еще там перевести «мудрый», но не гармоничный. Что такое гармоничный? Гармоничность – это соразмерность, это баланс, это равновесие. Будда, когда покинул свой дом и начал свой благородный путь, он был гармоничным? Да он был экстремистом просто. Но он двигался к благу. Он двигался всеми своими фибрами. И это было самма. Это было самма. В одной из сутт он называет праведного человека по имени Гатикара самма Гатикара. Это не гармоничный Гатикара. Это праведный Гатикара. Ну вот иезуиты перевели самма как правильный, и они все-таки, видимо, были правы, что действительно самма – это скорее именно правильный, праведный, мудрый. Вот в таком все духе. А что значит гармоничный, если мы берем такой перевод? Гармоничный – это значит, что мы как бы вот во всем так вот немножко ни рыба, ни мясо. Фруктовый кефир такой. И это ведет в итоге к такой амбивалентности, нравственной амбивалентности. Это ведет, например, к тому, что человек, который, скажем, самим Банта Вимала Рамси был назван анагами, потом берет и делает бизнес на преподавании метода 6R. Я сейчас реальный случай рассказываю. Почему? Потому что предписания рассматриваются как средство для медитации. Просто вот такие штуки, как правило, которые надо соблюдать, чтобы медитация у вас была хорошая. 5 предписаний. Вот и все, да. Человек, который там начинает бизнес на этом деле, он вроде бы никаких там 5 предписаний не нарушает. На английском это все формулируется именно как right intention. Ну, в смысле, в нормальных переводах, там, от Бхикку-бодхи или right views. А товарищи в Суттаваде, они так и говорят, harmonious views. А, например, Дельсон Армстронг вообще даже не harmonious, а effective. То есть эффективные взгляды, эффективное намерение. То есть он вот это слово уже использует.
термин «срединный путь» используется Буддой, но он используется не в смысле гармоничный, вот в том, который вот использует Суттавадина. Он используется в том плане, что не нужно быть упертым аскетом, который себя истязает, но и не нужно потакать своим чувственным удовольствием и прочим. То есть это вот есть, по-моему, Сона Сутта, где как раз вот эта вот аналогия со струной. Когда мы начинаем пахать и, так сказать, сильно напрягаться в медитации, мы перетягиваем струну, мы ее слишком сильно натягиваем. А когда мы начинаем углубляться в расслабон, да, то мы ее слишком ослабляем. И, по сути, Суттавада – это такой путь тотального расслабления струны, тотального ослабления струны. Но человек настолько напрягался, Бханта Вимала Рамси я имею в виду, настолько он напрягался там, настолько натерпелся в этой школе, что в итоге его бросило в другую крайность. И он решил, что вот тотальное расслабление, вот это то, чему учил Будда. Нет этого. Пасамбая – успокоение телесной активности, умственной активности. Успокоение – это постепенное снижение даже не активности, а формации. Да? Вот, кстати, еще один пример. Успокоение телесной активности или формаций телесных формирователей. Что такое телесные формирователи? В 44-й сутте мы читаем, там, где Тамадина беседует там с Висакой. Телесные формирователи – это вдохи и выдохи. Не напряжение в голове мы расслабляем, а успокаиваем дыхание. Оно успокаивается просто само в ходе медитации. Вот эти микронапряжения в дыхании конкретно. И так далее. Далее. По чанам. Когда мы читаем описание джан, как бы это сказать, ну, допустим, возьмем первую джану. Там есть такие термины, как пити, да, на палийском языке, пити и сукка. Вот пити обозначается как радость, переводится как радость в Суттаваде. Ну, вообще есть такой перевод. Сукка как счастье. Однако есть и другие переводы, которые говорят, что пити – это восторг, а сукка – это блаженство. То есть радость и счастье – это очень такие растяжимые понятия. Ну вот что-то такое хорошее человек испытал, и вот она пити. Вроде как, да? Но Будда говорит, что уже первая джана, а тем более вторая, дает укрытие от мары. Мы недоступны злу в этом состоянии. И это дает вообще защиту, то есть она и после этого как бы имеет такой шлейф блага. То есть это очень благотворное состояние. Точно ли
такое состояние вы испытывали, когда практиковали методы Суттавады? Точно ли сферы арупа, джаны, да? Арупа означает, что у вас нет формы. То есть это означает, что тело вообще не ощущается. Сфера безграничного пространства, сфера безграничного сознания. И мне задают вопрос, а может ли, скажем, там, человек испытывать боль в сфере безграничного пространства? Я, согласно учению Суттавады, отвечаю, да, может. Возникает вопрос, как он может, если у него даже образ тела исчез уже в арупа состояниях. Это совершенно другие состояния. Некоторые люди, да, испытывали арупа состояние, настоящее. Ну, по крайней мере, так мы предполагаем сейчас с этим человеком и так далее. И это был совсем не такой опыт, как это описывает Суттавада. Но когда мы сообщали учителям об этом опыте, они говорили, что это вообще какая-то там йогическая, адвайтистская фигня. Но по описаниям это была сфера безграничного пространства. Мы просто тогда это не поняли. Но это была сфера безграничного пространства. Тело исчезает вообще в ноль. Безграничное пространство. Там, ну, это неописуемое такое состояние. И так далее. Повторюсь, если бы Суттавада позиционировала себя просто как психотерапия, не относящаяся к учению Будды и не ставящая цель торможения психики в ноль, а просто вот научить человека расслабляться, да, как-то вот там дружить с психикой и так далее, вопросов бы не возникало. Но дело в том, что если все-таки она позиционирует себя как учение Будды, то она наносит огромный вред. Люди приходят за спасением, а получают мир бессознательных богов. Людям говорят, что они уже сотапанны, или там сакдагами, или, не дай бог, анагами. А ничего подобного нет. А человек уже думает, что да. Уже тогда, в 2017 году, когда я наблюдал вот эту всю вакханалию с раздачей погонщиков, ты Суттапана, ты Сакдагами, а ты вообще анагами. Некоторых там уже почти вараханты произвели. У меня, конечно, это все вызывало прям какое-то отторжение. Но окей, думаю, ладно, откладываю в коробочку, буду наблюдать. Потом я вижу, вот как я уже говорил, что человек, которого там назвали
называют анагами, ведет себя совсем не как анагами. И у меня возникает еще более такой сильный вопрос, да? Я пока просто не, как бы на тот момент не знал просто, да, что с этим делать, да, как ответить на эти сомнения. Поэтому я их просто откладывал. Потому что на тот момент вроде бы я видел, что практика действует. Она работала, да, потому что, ну, вот это такой уровень начальный напряжения, да, и уровень напряжения снижается там до какого-то значения, да, и вот на этом отрезке она вот работает в том плане, что помогает снизить уровень напряжения. Практика прощения. Во-первых, ее нет в суттах, да. Был такой человек, как вы знаете, Ангулимала, который убил 999 человек на момент встречи с Буддой. И в сути, в которой рассказывается про Ангулималу, по-моему, 86-я, что ли, Маджхима Никая, нет ни слова про практику прощения. Практика прощения чего? Практика прощения своих убийств, злодеяний. Мы видим, что в восьмеричном пути говорится четко, что человек должен вырабатывать непоколебимое намерение отречься от своих злых деяний. Не принять их, а отречься от них. И дальше их не совершать. Практика прощения, если кто-то через нее проходил, это такая практика изнасилования ума. Мы его доводим до такого состояния, когда он уже говорит: ну все, ладно, фиг с тобой. Принимаю я его уже, этого человека, отвяжись от меня. Нет в суттах этой практики. Я говорил, когда говорил о ней раньше, я повторял слова Бханта Вимала Рамси, что практика прощения нужна современному человеку, потому что там вот тогда этого не было, а сейчас это есть. Но тогда тоже были люди, которые наделали много всяких нехороших дел, да. И тот же вот Ангулимала, по логике Суттавады, должен был пройти практику прощения. Иначе он бы просто, ну, опять же, по логике Суттавады, ничего бы не смог сделать. Не смог бы практиковать под грузом того, что он там натворил. И мне тоже дали погоны, да. И, скорее всего, высокого ранга, да. Да, я все это время наблюдал за собой. Мне говорили, что я там, ну, высокого ранга. Мне сказали, что я в свое время сказали, что я анагами. И я, наблюдая за собой, как бы, ну, испытывал некоторые сомнения, что я анагами. И я писал учителям, что, мол, ну, я что-то вряд ли анагами. Мне в ответ говорили, что, ну, вы это знаете, уже знаете эти слова, что человек уверен, что он достиг того или иного уровня только когда он арахант. Практика прощения как психотерапия. Понимаете, в психотерапии возможно все, если это работает. Если эта практика работает для целей психотерапии, why not? Да, почему бы ее не использовать?
Вот психолог вам как раз и пишет, что эта техника эксплозии, она крайне эффективна при работе с чувством обиды или вины. То есть эта практика, она, в принципе, в психологии есть. То есть как психотерапевтический метод в определенных рамках, а все методы в психотерапии, мне тут не дадут соврать, они имеют определенные рамки. Да? То есть в определенных рамках, как метод психотерапии, он может помочь. Все нормально с этим. Но привязывать это к Дхамме Будды не нужно, потому что в суттах этого нет, и это немножечко вообще-то противоречит тому, о чем говорил Будда. Да, доводим состояние до состояния субъективного благополучия. Вот это задача психотерапии. И она нормальная, достойная, хорошая и прочее. Но это не Дхамма Будды, да? У нее другие цели. Вот таким образом. Поэтому, когда мы поговорили с этим человеком, и плюс, когда я к этому добавил те вопросы, которые у меня накопились к Суттаваде, лежали в ящичке, да? Вы помните о критическом мышлении, которое я тоже проповедовал. Оно учит как раз подвергать сомнению все, что мы знаем. Постоянно задавать себе вопрос, а не дурак ли я? И когда вот это все сложилось, соответственно, я решил просто выйти из этого всего, отряхнуть свои руки и заняться поиском того, о чем все-таки говорил Будда. Вот, это что касается того, значит, почему Суттавада – это не то, с чем стоит связываться тем, кто хочет идти по пути Будды. Если у человека психологические проблемы, надо идти к психологу. Там, пройти терапию. Там много разных методов. И они рабочие, потому что происходит отбор. Глеб, у меня вопрос. Вот вы говорили про самосанкапу и про то, как Будда давал ученикам такие как бы мини-задания, вот пример с пилой. И сейчас вы это сравнили с самогипнозом. Нет, стоп. Вот этот вот момент самосанкапа, это, во-первых, не суттавадинский момент, а это моя находка. И, на мой взгляд, этот метод действительно то, о чем говорил Будда. То есть потому что это просто прямо написано в суттах. Да? То есть Будда просто прямым текстом говорил, вы должны тренироваться так. Мой ум будет оставаться спокойным и так далее, и так далее. То есть такие вещи работают. И они, это, судя по тексту, являются тем, чему учил Будда. Если мы почитаем описание самосанкаппы, что это такое, да, определение, то Будда об этом говорил, кстати, вот прям можно даже зачитать. Что же такое, монахи, надлежащее намерение? Намерение отречения, намерение незлобивости, намерение доброжелательности – это, монахи, зовется надлежащим намерением. То есть вот когда вот эта вот практика направлена на вот эти пункты, отречения от, там, ну, скажем, чувственных удовольствий или вот
чего-то в этом роде, там, на поддержание доброжелательности, незлобивости и так далее, то это надлежащее намерение, это практика надлежащего намерения. То есть по отношению к ней вот ваша формулировка о самогипнозе, она как бы она не про самосанкапу. Опять же, я не говорю, что самогипноз – это плохо. В каких-то элементах, может быть, Будда использовал, то есть в каких-то моментах элементы самогипноза в рамках Дхаммы. Сам по себе самогипноз это неплохая вещь. Плохо, когда говорят, что весь путь Будды – это, по сути, практика самогипноза. Но если мы почитаем инструкции к медитации, то мы увидим, что, и мы, наверное, этим еще сегодня займемся, то мы увидим, что это не самогипноз. Вообще даже близко нет. Самосанкаппа может быть что-то близкое к самогипнозу. Но и то, понимаете, какое дело? Этот метод, вот самосанкаппу, можно практиковать и не в режиме самогипноза. Когда человек просто вырабатывает в себе решимость в дальнейшем, скажем, там, не нарушать такое-то предписание или там еще что-то в этом роде. То есть то, что это именно вот как бы режим самогипноза, ну, для меня это просто такая наиболее действенная вещь, да, то есть лучше всего, когда это работает, когда человек это в медитативном состоянии вырабатывает в себе такую решимость, дает себе такую установку в дальнейшем не там, заниматься этим делом. У Будды нет инструкций, что мы вот этот метод используем, сидя в медитации. То есть если бы это было именно вот сугубо самогипнозом, то он сказал бы так, скорее всего. Вы должны сесть там, в медитацию, скрестив ноги, там, выпрямив спину, успокоив ум и тренироваться так. Мой ум будет там, спокоен там, и так далее, и так далее, и так далее. Таких инструкций нет. Инструкции звучат так. Вы должны тренироваться так. Мой ум будет спокоен, даже если там траля-ля, траля-ля. То есть это инструкция не к самогипнозу. Это более широкая инструкция. То есть мы можем это использовать, в принципе, в любом режиме, но в том числе и в медитации. В том числе как бы вот расслабившись и давая себе такую аффирмацию. Но это мой личный взгляд, подчеркиваю. Вот как хотите, так к нему и относитесь. На мой взгляд, пока он не противоречит тому, о чем говорил Будда. Спасибо. Олег, у меня вопрос про прозрение. Вы говорили, что вот переходы со стадии на стадию просветления предваряются достаточно сильными прозрениями в практике. Что вы сейчас об этом думаете? Были это реальные прозрения? И что вы вообще можете по этому поводу сказать? У некоторых людей, возможно, это были действительно реальные переходы. У некоторых людей. Единиц. Из тех, кому и я, в том числе, и Бханта, я, когда говорил там у кого-то, кому-то, что там произошел переход, я руководствовался тем, чему меня научили в рамках Суттавады. То есть я это не от себя это делал, да. Наоборот, я это делал даже намного более осторожно, чем Бханта это делал на ретрите, например. Потому что я видел, какой вред от этого происходит, когда вот так людям направо и налево давать погоны. Был там еще один человек, например, да, это был еще один звоночек для меня. Был человек, который, ну, явно как бы не тот, кто вот так вот искренне следует учению Будды, там принимает наркотики, да, прямо во время ретрита,
там приходит, рассказывает Банта, что он там уже испытал ниббану. Банта говорит: а кто вам это сказал, типа, да, и так далее. Потом он его выгоняет, Банта его выгоняет там так, с гневом. Потом этот человек походил, что-то там несколько дней, поразговаривал с другими людьми, как это выглядит, этот опыт, который называется ниббаной в Суттаваде. И после этого подошел к там, одной из монахинь, которые приехали вместе с Бантой, и вот ей сказал, что он вот испытал такой опыт. И он сказал: да, все, печать. Вы перешли на уровень там, какой-то там Сотапана, наверное, или еще кого-то. Ну как можно так раздавать людям погончики эти, погоны? Сотапанна, уже Сотапанна, да? Почитайте вот 48-ю, по-моему, сутту в Маджхима Никае. Там описывается Сотапанна. А потом посмотрите, если вас называли Сотапанной, Сотапанна ли вы, да? Поэтому, возможно, кто-то действительно достигал какой-то стадии. Это в принципе возможно. Но это единица. Поэтому, если вам я или там Банта Вималарамси в свое время сказал, что вы там кто-то, да, из этих вот 4, лучше этому не верить. Поверьте мне, лучше не верить, а работать, действовать так, как будто у вас нет никаких достижений. Скорее всего, их и нет. Спасибо. Так, еще. Я вижу поднятую руку, но при этом человек молчит. Да-да. Слышно меня? Да. У Суттавады была очень подробно и конкретно разобрано зависимое возникновение, прям вплоть до мелочей. Что вы сейчас про это скажете? Вот я об этом как раз не так, несколько там времени назад говорил, что вот зависимое возникновение, есть звенья там у него, да, и есть, например, звено страстного желания. Ну, то есть вот контакт, дальше чувства, приятные, неприятные, нейтральные, дальше страстное желание, дальше цепляние, дальше вовлеченность, дальше рождение действия, как говорят в Суттаваде, и дальше страдания. Так вот, страстное желание, звено страстного желания, Банта описывает как I like it, I don't like it mind. Именно как желание, как страстное желание или нежелание, страстное нежелание, да? Но если мы почитаем сутты, то увидим, что это нечто более, намного более глубокое, элементарное. И это точно не осознаваемое желание. И получается, то есть I like it, I don't like it mind скорее относится уже к цеплянию или к вовлеченности, когда человек уже понимает головой, что я хочу этого. Видите ли вы сейчас возможность распознавать, собственно, жажду, если мы не рассматриваем ее как напряжение, о котором говорил Бханта Ви? Возможность техническую? Техническую, практическую? Конечно, вижу. Вижу такую возможность, если мы будем следовать инструкциям Будды. Будда бы не говорил об этом просто так, да? Теоретически, что есть такая штука. Понимаете? Ну, то есть, да.
На что бы вы сейчас указали как на проявление, собственно, жажды, именно как эмпирически ощущаемое и то, что можно увидеть? И Жажда – это, как бы это сказать, неосознаваемый импульс, тяга к приятному или от неприятного. То есть, когда возникает объект, который мы можем назвать приятным, там, хорошим и так далее, в поле нашего восприятия, уже сам факт возникновения такого объекта, которого мы можем так назвать, уже говорит о том, что в нас есть тяга к этому объекту. Да, Олег, я согласен с вами, что это действительно намного глубже, чем говорил Бханта. И хотел бы еще уточнить этот момент с джати, рождения действия. Вы согласны и ныне с тем, что джати мы как рождение действия, поступка рассматриваем? Джати, если опять же читать сутты, да, это рождение совокупностей. Я сейчас не уверен, что найду этот момент. Что такое рождение? Вот. И что такое рождение? Рождение, произведение, проявление, возникновение, появление групп. Группы – это 5 совокупностей, искаженных цеплянием. Обретение сфер восприятия у тех или иных существ в том или ином сонме существ. Это монахи зовется рождением. Ну, как бы рождение совокупностей происходит каждое мгновение. Когда возникает то или иное восприятие, сразу разворачивается и соответствующие чувства, и распознавание, и активность, и прочее. То есть как бы рождается совокупность. В принципе, рождение можно трактовать как рождение состояния, как рождение в том или ином мире, не как рождение действия, а как переход в то или иное состояние сознания, да, когда мы вот говорили о том примере, когда вот про самурая, да, когда он подошел там к дзенскому мастеру и спросил, что такое боги и кто такие демоны, да, и тот его там обозвал в ответ, тот выхватил меч, и тогда мастер сказал, вот родился демон. Родился демон. То есть родилось состояние, родились 5 совокупностей, соответствующих вот этому состоянию. Принял, Олег. Спасибо. Да. Еще вопрос. Да. Последний. Можем ли мы как-то, есть ли возможность дать место, собственно, напряжению, о котором говорил Бханта Ви сейчас? Это напряжение, ну, по крайней мере, настолько, насколько я это вижу, это более позднее состояние, чем страстное желание, чем жажда. Будем избегать вот этого термина страстное желание, оно вводит в заблуждение. Это более позднее просто состояние, это следствие вовлеченности, следствие цепляния и прочего. А может быть, это просто какие-то сугубо ну, как сказать, психосоматические какие-то явления, просто вот такое напряжение, да. Мы, если, опять же, почитаем сутты, Будда про напряжение вообще не говорил. Это не значит, что у его учеников не было напряжения. Это значит, что он просто не считал это темой, относящейся к тому, о чем он говорил все время. Само по себе напряжение. В Суттаваде все просто вот повернуты на напряжении. То есть это стоит в центре учения. Спасибо, Олег, принял. Я сказал, что это был мой последний вопрос. Это был мой последний вопрос. Я замолкаю. Спасибо.
Олег, а подскажите, пожалуйста, вот джаны со своим восторгом и там, наслаждением, они могут ли, они же формируют страстные желания, почему тогда их Будда вроде бы рекомендовал культивировать состояние джаны? Вот как вы сейчас прокомментируете этот момент? Как я сейчас прокомментирую? Джаны – это состояние вне чувственных удовольствий, вне стремления к чувственным удовольствиям. То есть если мы почитаем описание самих этих состояний, то это состояния, в которых человек превосходит влечение к чувственным объектам. То есть это благотворное состояние. Естественно, возвращаясь из этого состояния, возвращаясь в обычное свое состояние, человек может начать испытывать и к ним тоже влечение. Ну, у него еще вообще есть влечение, да, и тут ничего не поделаешь. То есть как бы необходимо просто работать с этим влечением точно так же, как и со всеми остальными. Но фишка этих явлений не в том, то есть этих состояний джан, не в том, что они приятные, а в том, что они за пределами чувственных удовольствий, и мы получаем опыт пребывания вне влечения к чувственным удовольствиям и прочим. И именно этот опыт, он благотворный. Спасибо большое. Спасибо. Значит, здесь еще скажите, пожалуйста, в связи с вашим пересмотром относительно Суттавады, как вы относитесь к кастрации Типитаки, оставляя только сутты и исключение, например, Абхидхамы? Ну, не только сутты, но еще и Винаю в Суттаваде оставляют, во-первых. Во-вторых, Абхидхама считается в Суттаваде, и на самом деле не только в Суттаваде, но и многими тхеравадинами, более поздними текстами и скорее комментариями, чем словом Будды. И это как бы с одной стороны. С другой стороны, не имеет смысла отвергать комментарии. Да, даже если Абхидхама комментарий, не имеет смысла отвергать комментарии. Кстати, в Суттаваде вообще-то Абхидхаму тоже не отвергают, если кто не знал. Но это как бы я не в защиту Суттавады говорю, но просто ради истины. Вот. Комментарии не имеет смысла отвергать. Мы просто читаем их, используем то, что там написано, сравниваем с суттами, да, но сутта для нас остаются первоисточником и Виная. На мой взгляд, как бы вот этот момент, он в принципе, ну как сказать, это просто разумно, да. Слово Будды для нас это первичный источник, если мы буддисты. А то, что Абхидхама – это слово Будды, это скорее предмет такой очень, ну, он спорный. Если предмет спорный, значит, мы не будем как бы в нем уверены, да? Не будем, то есть будем помнить, что мы не уверены в этом источнике. И просто об этом надо помнить. А какое место Брахма-вихары занимают в практике? Если они сами возникают и их выходит не надо... Нет. Практика Брахма-вихар описана в суттах. Правда, там нет духовного друга и прочих таких заморочек. Духовный друг – это из Висудхи-маги взято. В Суттаваде причем, да? Там все проще там описывается. Это практика, да, мы это культивируем и так далее. Ну, хорошая практика. Просто, во-первых, ее практику эту практикуют не только в Суттаваде, она общебуддистская. Вот. И, во-вторых, есть разные варианты этой практики. Не только суттавадинская.
Поэтому эта практика, она никуда не девается, она остается. И, кстати, львиная доля благотворности суттавадинской практики, на мой взгляд, заключается именно в практике Брахма-вихар. Я уже говорил об этом в том видео. Повторюсь, что это настолько благотворная практика, что ее очень трудно испортить. Поэтому люди действительно, они культивируют доброжелательное состояние, там, укрепляются в нем и так далее. Но, что интересно, в суттах практика Брахма-вихар не описывается как какое-то там излучение чего-то. Мы если почитаем стандартное описание Брахма-вихар, там нет никакого излучения. Человек просто наполняет первую сторону света умом, полным доброжелательности и так далее. Расскажите, как обстоят дела с Твим, кроме 6R. Я что-то не понял вопрос. Практика 6R – это и есть Твим. В Банте-Ви была дискуссия с Банте Пунаджи, и так как он последний был немного глух, не совсем честная дискуссия получилась, на мой взгляд. Поэтому все же, что такое Твим в нынешних реалиях. Вот то, что я говорил про практику Суттавады, это и есть Твим. Как описывался опыт Ниббаны в Суттаваде? Опыт Ниббаны – это когда по Суттаваде. Это когда мы выходим из этого полного нулевого прекращения, торможения психики, и мы видим, что мир такой весь новый и живой, нарисованный красками, волшебный, и мы видим какие-то там огонечки в сознании, как сознание запускается, что говорится, что это зависимое возникновение, глубокие стадии. И это считается ниббаной. И это считается переходом на следующую стадию пробуждения. Практика Брахма-вихар приводит к улучшению жизни, да, но не ведут к просветлению. Совершенно верно. То есть, и это в суттах четко написано, что сама по себе эта практика, она ведет в божественные миры, но не ведет к пробуждению. Однако мы можем ее практиковать, а дальше нам придется идти дальше все равно, дальше этой практики. В суттах, сейчас там еще до этого было. Вопрос про джаны. Джаны поглощения имеют противоречие с суттами. Джаны, суттавада сомнительно. Получается, джаны сейчас никем не открыты. Сама эта дихотомия, что есть только джана поглощения и джана по суттаваде, она ложная. На самом деле есть и другие варианты. То есть люди испытывают разные состояния, на самом деле, которые, в принципе, можно назвать джанами. То есть эта сама дихотомия, она была введена в суттаваде, что характерно. И это, кстати, был один из моментиков, который у меня вызывал вопрос, который я тоже отложил в коробочку. Потому что я общался с людьми, которые описывали состояние, которое я не мог вписать ни туда, ни туда. Но они, судя по описаниям, все-таки их можно отнести к джанам. То есть все факторы джан были. Далее. Да, хотелось бы узнать, куда вы решили примкнуть к Будде. Да, я никуда не решил примкнуть. Я сейчас вместе с этими своими знакомыми, бывшими суттавадинами, пытаюсь откопать все-таки то, чему учил Будда. А для этого необходимо читать
тексты суд, не переиначивая их, стараясь все-таки брать этот текст так, как он был, во-первых, изначально, да, там на палийском желательно, ну, хотя бы был сделан нормальными переводчиками типа Бхикку-Бодхи или там вот Александр Сыркин, скажем, да. То есть профессиональный человек, который изучал санскрит, изучал пали, вот, брать эти тексты, читать их и стараться практиковать, как там написано. Олег, как вы себе объясняете, что 5 лет мирились с этими серьезными вопросами, с вашим-то критическим мышлением? У меня такая натура. Когда я, ну, например, какой-то опыт, какой-то метод для себя беру, то для меня главным является то, что он работает. И до поры до времени у меня оставалось ощущение, что он действительно работает. Ну, потому что вот этот вот уровень напряжения снижался. У меня оставалось ощущение. Я видел все эти вот нестыковки, вопросы и прочее, и я их, как я уже говорил, откладывал в коробочку, чтобы в итоге рассмотреть более внимательно. Потом я начал понимать, что моя практика уже не работает, она уперлась. Тем не менее, я это списывал на то, что, возможно, со мной просто что-то не так. И я какое-то время искал, что со мной не так, что у меня практика не работает. Я общался с учителями, пытался все это выяснить. Ну, а в итоге все это привело вот к тому, к чему привело, да. Ну, такой вот я медленный, извините. А вы знаете пали? Я пали учу. И он на самом деле не настолько трудный, как может показаться. Вот. И не надо его бояться. И даже, в принципе, если человек не знает пали, если он читает палийский текст, а он сейчас на латинице в основном передается, то, по крайней мере, можно по тексту понять, какие слова использовал Будда, потому что все-таки есть набор слов, которые мы знаем, там чаны, сангхары, там эти кхандхи, да, там и прочее. Вот, то есть хотя бы, по крайней мере, уточнить, какое слово в данном случае использовал Будда. Даже не зная языка, мы можем это сделать. Теперь, получается, вы сделали такую инвентаризацию всех ваших вопросов, и теперь у меня вопрос главный. Получается, вот описав то, что вы сейчас вот описали, и сказав, что где было правильным и где было неправильно, вы говорите, что вы сделали ошибку, да? Была ли это ошибка? И то есть, и получается, мы тоже сделали ошибку. И то есть это и есть ошибка, или мы как бы, может быть, это как бы какой-то дальше эволюция, может быть, это развитие дальше. Потому что я замечаю, что вышла какая-то вот... Я не чувствую вот опоры. Раньше я как бы чувствовала, ну, даже если грубо говоря, чувствовала, можно назвать это чувствовала, то теперь сейчас как будто я в растерянности. А тоже. Это очень хорошее состояние. Потому что когда человек уверен в этих своих, понимаете, уверенность – это очень такая скользкая вещь. То есть
Можно быть неуверенным по-разному, можно быть уверенным по-разному. Если человек уверен вопреки критическому мышлению, то это будет означать фанатизм. Если же он включает критическое мышление, то он должен быть готов периодически оказываться без опоры привычных убеждений. И это часть критического мышления. Это часть того, кстати, о чем говорил Будда, что монах, ну или практикующий, должен быть готов оставить свои убеждения в любой момент. Именно поэтому я культивировал в себе такую готовность. И когда наступил такой момент, я просто ей последовал, этой готовности. Чего и вам желаю. Да, получается, теперь каждому приходится, ну, не то чтобы приходится, это грубо сказано, теперь каждый должен как бы сам разбираться, и читая сутты, как бы разбираться сам. Просто вы были как бы путеводителем, да? Вот честно, я могла... Понимаете, какое дело? Нужно самим читать сутты. Нужно самим читать сутты. Не верьте никому, никакому учителю. Все проверяйте, все смотрите сами. Задавайте вопросы себе прежде всего. Не надо опираться на человека. Человек – это ненадежная опора. А как же санха? Ну, вы же и есть санха. Возможно, я надеюсь, что я часть санхи, но я могу чем-то помочь, естественно. Если я могу чем-то помочь, я помогаю. Но речь же не об этом. Речь о том, чтобы идти своими ногами, быть самому себе светильником. Использовать, может быть, помощь, да, если она есть в доступности, но не верить мне на слово. Если я что-то сказал, надо это проверять, надо об этом думать, надо это подвергать, так сказать, здоровому сомнению. Сверять. Первичный источник – это сутты, слово Будды. Это даже не вторичный источник, это вообще какой-то там энный источник. Это опять часть критического мышления. Нужно смотреть на источники, насколько надежен данный источник. Первичный источник – это сутта, это слово Будды. Вторичный источник – комментарии. Все остальное – это очень там где-то далеко. Олег, то есть если на ретрите я сразу практиковала упекку, безмятежность, умиротворение, то я делала брахмавихару неправильно, не так, как учил Будда. Нужно начинать с любящей доброты, двигаться по всем брахмавихарам и прийти к упеке. Но в суттах всегда так описывается. Брахмавихара всегда 4 именно в таком порядке. Движение по брахмавихарам не является обязательным в учении Будды. Многие люди, ученики Будды, не практиковали эту конкретную практику или делали ее ситуативно, там в каких-то вот ситуациях, когда просто требовался им вот такой настрой, не более того. Вот если мы почитаем Махасатипатана Сутту, которую я сегодня уже зачитывал, там Будда в самом начале говорит, это, кстати, вот еще один момент, по которому к Бханта Вимала Рамси возникали большие вопросы. Тоже вот один из таких вопросов, который у меня лежал в коробочке. Будда начинает эту сутту такими словами.
единственный путь монахи, ведущий к очищению существ, к преодолению горя и плача, к избавлению от несчастья и неудовлетворенности, к достижению знания, к осуществлению ниббаны – это 4 сатипатаны. Сатипатана, практика сатипатана. 4 опоры осознанности. Единственный путь. Есть разные варианты переводов этого слова, но, понимаете, спектр этих переводов все равно говорит о том, что это один единственный путь. Тут говорит, это один путь там, или единственный путь. Единственный путь. И так вот в этой практике сатипатан нет брахма-вихар. Маха Сатипатана Сутта описывает практику Сатипатан. Ну, можно почитать более короткую версию. Это 10-я Маджхима Никая, просто Сатипатана Сутта. И это база, это базовая практика Будды. Так вот, Бханта Вимала Рамси что говорил о Сатипатанах? Он говорил, ну, сатипатаны – это вот типа то же самое, что кханхи, то же самое, что 5 совокупностей. Это единственный путь, который ведет к освобождению вообще-то, на минуточку. Он так это прям очень пунктирно говорил, что это вот просто 4 типа явлений, которые мы встречаем в медитации. Таким образом. Так там и ниродхи нет. Да, там нет даже и ниродхи. Почему? Потому что там все происходит сам собой. Если мы делаем эту практику, не имеет смысла описывать такие явления, как ниродха. В Сатипатана сути даже джаны не описываются. Просто вот сугубо практика 4 сатипатан. В Анапанасати сути, опора на дыхание, 118-я сутта Маджхима Никая. Когда говорится, даются инструкции, там тоже не говорится про чаны. Там просто говорится, что такие-то пункты относятся к такой сатипатане, такие-то к такой, такие-то к такой и так далее. Порекомендовали ли вы прослушивать медитации 6 шестерок, как мы это делали на ретрите? Да, порекомендовал бы, и прослушивание вообще сутт порекомендовал бы. Медитативные 6 шестерок, хорошая практика тоже, да. Но, опять же, надо смотреть перевод. То есть то, что я читал, это уже вариант сутта, который я переиначил в соответствии с пониманием суттавады. Поэтому это не, в какой-то степени искаженный перевод. Я бы не рекомендовал именно такой вариант слушать. А лучше все-таки что-то более буквально переведенное слушать. Вот. Я, правда, не помню, насколько я там его испоганил. Может быть, и не очень сильно. Вопросы есть еще?